Доброе утро, друзья. Давно что-то я позабыл об этом уютном пеньке в лесочке у себя рядом с домом. Решил, что пора его навестить. У нас тепло, у нас где-то -5. Ну, правда, пасмурно, снежочек идет. Но, тем не менее, погода хорошая. Хочу вам сегодня рассказать одну историю из моего прошлого. Когда я был молодой и работал тренером по восточным единоборствам, я был очень строгим учителем. Даже в свои 17-18 лет у меня всегда царил просто идеальный порядок, и ученики делали то, что надо делать. И вот однажды детская группа, ну, где-то человек 50, наверное, идет тренировка, недавно началась, и со мной захотела поговорить мама одного из учеников. И я вышел в коридор, закрыл дверь в зал и стою с ней разговариваю. Дал, соответственно, задание ребятам, что им там надо делать. А осталась небольшая щель, через которую я мог видеть, что в зале происходит. И смотрю, один из мальчишек, сорванец, значит, начал бегать, всех задирать, щипать поролоновый мат, отщипывать от него куски и кидаться во всех. Я понаблюдал за этой картиной, возвращаюсь в зал, вижу, значит, что на полу валяются эти куски поролона, что-то какой-то хаос творит в зале, значит, командую построение, задаю вопрос, кто кидался поролоном? Все молчат. Задаю еще раз вопрос, кто кидался? Все молчат. Я говорю, ну окей, встаем на кулаки. Будем стоять на кулаках до тех пор, пока виновник не признается, встанет и не признается. А стоять на кулаках, я вам скажу, достаточно тяжело. Первые несколько минут еще вы стоите совершенно спокойно, если вы натренированы, но потом последующие минуты это начинает доставлять определенные трудности физические. В общем, не буду рассказывать весь этот процесс, но простояли мы на кулаках минут 40, практически всю тренировку. И мне самому настолько было жалко смотреть, потому что уже были и слезы, были и падения, и люди уже не могли стоять, и ребята прям, у кого-то уже тряслись руки, и уже кто-то реально там со слезами на глазах. А это, такая подростковая группа, даже не подростковая, по-моему, там от 8 лет где-то вот там до 12 примерно, вот такой возраст. И встает один из парней и говорит, это сделал я. Я говорю, ну окей, все, виновник нашелся, а я прекрасно знаю, что это не он. Виновник нашелся, все с облегчением встали, все с такой благодарностью смотрят на этого парня. И вот так, ребята, рождаются лидеры. Вот так рождаются люди, которые берут на себя ответственность за всех, даже если они это что-то, не совершали этот поступок. Конечно же, я с этим парнем поговорил, который взял на себя вину. Я его, конечно же, поддержал и сказал, ты большой молодец. Ты спас всю группу, весь класс, и я знаю на самом деле, кто это сделал. И потом этот парень действительно пользовался очень большим авторитетом в группе. Он стал настоящим лидером, и я думаю, что в жизни это ему наверняка пригодилось и помогло. Также я поговорил и с тем парнем, который на самом деле все это дело и затеял. Ему было очень сильно стыдно, именно вот больше не за то, что он кидал этот поролон, а именно за то, что, во-первых, он подставил ребят, подставил свою группу, но больше всего ему было стыдно за то, что он не смог признаться. Но я тоже с ним поговорил и сказал, что это тебе урок на будущее, на всю жизнь, я думаю, ты его запомнишь. И я уверен, что он его точно запомнил. И я думаю, что в своей жизни, а сейчас ему, наверное, уже там лет 35, я думаю, что он помнит этот урок, и я думаю, что он ему послужил во благо. Вот так мы воспитывались, и так я воспитывал своих учеников. А сейчас в современном мире вы, я думаю, замечаете, какая тенденция.
что сейчас родители воспитывают своих детей несколько иначе. Почему мой мальчик должен отвечать за кого-то? Он сам по себе. И мы это видим сплошь и рядом. Но на самом деле, ведь помимо физического мира, в котором мы с вами живем, мы же с вами параллельно живем еще и в энергетическом мире. И там мы настолько взаимосвязаны друг с другом, что даже не зная друг друга, мы влияем друг на друга. Мы влияем на это пространство, мы влияем на этот мир. И если мы с вами будем занимать позицию «моя хата с края, я ничего не знаю», если мы не будем порой брать на себя ответственность за чьи-то поступки, и если каждый из нас будет думать, что бы он ни сделал, это может отразиться абсолютно на всех, вот тогда, наверное, придет осознание. По крайней мере, это одна из ступенек осознания себя как личности. Что вы думаете по поводу коллективной ответственности? Мне очень интересно знать ваше мнение. Поделитесь. Всем хорошего дня. Всех обнял.